Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем вот такой интересный узор. Всего 2 ряда тунисским вязанием. Я покажу этот узор на примере повязки. Я использовала 3 крючка, самый толстый крючок для набора петель, чтобы не стягивать край. Сам узор вязала крючком 5 мм, а обвязку делала крючком 3,5 мм. Набираю самым толстым крючком 5 воздушных петель. Набрали цепочку. И теперь перейду на крючок 5 миллиметров. Замерим ширину. На данный момент 7 сантиметров без учета последней петли. И начинаем первый ряд. Узор очень простой. Вяжется в шахматном порядке, всего 2 ряда. В третью петлю от крючка ввожу крючок. Вытягиваю петлю и провязываю столбик без накида. Вытягиваю петлю. Сюда же провязываю второй столбик без накида, вытягиваю петлю. И третий столбик без накида, вытягиваю петлю. Вытянули 3 петли, провязали 3 столбика без накида в одну петлю, а 4-ю петлю вытягиваем как обычно. Таким образом, в каждой петле цепочки у нас по 3 столбика без накида провязано. Первый столбик без накида, вытягиваем петлю. Второй столбик без накида, вытягиваем петлю. В эту же петлю третий столбик без накида, вытягиваем петлю. И в это же основание вытянем петлю, как обычно. То есть в каждой петле цепочки по 4 петли. И остается последняя петля, из нее также вытягиваем, провязываем в последнюю петлю первый столбик без накида, вытягиваем петлю, второй столбик без накида, вытягиваем петлю и третий столбик без накида, вытягиваем петлю. И еще одна петля, как обычно. Вот мы вытянули петли. В обратном ряду будем закрывать там, где у нас одиночная петля, ее провязываем вместе с рабочей. Сейчас кромочную провяжу одну. Далее у нас идут 3 петли, которые мы вытягивали, мы их провяжем вместе с рабочей. Провязали. Далее провязываем рабочую петлю вместе с одной петлей. Далее 3 петли вместе и рабочая петля. И так далее до конца ряда. То есть 1 петля, 3 петли вместе с рабочей петлей. Так чередуем до конца ряда. Провязали ряд до конца. Вот так у нас получается. Вяжем свободно, вязание не затягиваем. И теперь вяжем в шахматном порядке. Там, где мы провязали, в обратном ряду 3 петли, мы вводим крючок и провяжем их вместе. То есть вытянем 1 петлю из этих 3 петель. Далее у нас идет 1 петля. Мы вводим крючок в раскол. И из этой петли будем вытягивать 3 столбика без накида. То есть первый столбик без накида, в это же основание второй столбик без накида, вытягиваем петлю. И третий столбик без накида, вытягиваем петлю. Таким образом у нас получается узор в шахматном порядке идет. Там, где у нас было 3 петли, в этом ряду у нас будет 1 петля. Мы провяжем эти 3 петли вместе. Ввожу крючок под 3 петли предыдущего ряда. И вытягиваю из них 1 петлю. То есть таким образом мы их провязываем вместе.
И так и чередуем до конца ряда. Из следующей одной петли вывязываем 3 петли. Первый столбик без накида, вытягиваем петлю, вытянули. Второй столбик без накида, вытягиваем петлю. И третий столбик без накида, вытягиваем петлю, провязали. Дошли до конца ряда. В обратном ряду будем закрывать следующим образом. У нас начинается обратный ряд с 3 петель. Мы провяжем их вместе. На крючке 1 петля. Далее у нас 1 петля следующая. Мы ее провяжем вместе с рабочей. Далее снова 3 петли. Провяжем их вместе с рабочей петлей в обратном ряду. И так далее. То есть сами видите, что узор повторяется в шахматном порядке. То 1, то 3 петли. Сейчас провяжем рабочую петлю с 1 петлей, далее 3 петли провяжем вместе с рабочей и так далее до конца ряда. Вот таким образом я вязала полосу, равную обхвату головы. Чередовала вот эти 2 ряда. Мы провязали 2 ряда. У нас получилось в шахматном порядке узор. И приступаем к 3-му ряду. Это у нас повторяется 1-й ряд. То есть из 1 петли сейчас провяжем 3 петли. Вывязываем столбики без накида, вытягиваем петли. А там, где у нас в предыдущем ряду было 3 петли, там мы будем вывязывать 1 петлю. Ввожу крючок под эти 3 петли и вытягиваю петлю. Таким образом провязываю их вместе. И так будем вязать каждый ряд. То есть чередовать эти 2 ряда в шахматном порядке. Вот такой узор у нас уже получается. И закрываем. Там, где была 1 петля, закрываем 1 петлю. Там, где было 3 петли, провяжем их вместе с рабочей петлей. Следующая 1 петля, провяжем ее с рабочей петлей. Далее 3 петли вместе с рабочей петлей и так далее. Решила померить ширину
полосы. У меня она получается 8 сантиметров без обвязки. Я уже связала полосу, равную обхвату головы, уже сшила по заднему шву столбиками без накида, обвязала одну сторону, и сейчас просто хочу показать вам, как я делала обвязку. Обвязку делала крючком тоньше, крючок брала 3,5 миллиметра. При обвязке у нас получается красивый, аккуратный зубчатый край. Итак, ввожу крючок, вытягиваю петлю, на крючке 2 петли, оборачиваю эти 2 петли рабочей нитью и провязываю эти 2 петли вместе. Ввожу крючок в следующую петлю основания, оборачиваю эти 2 петли на крючке рабочей нитью и провязываю их вместе. И так далее. Поступаем с каждой петлей основания. Вводим крючок, вытягиваем петлю. Получившиеся 2 петли оборачиваем рабочей нитью и провяжем вместе. И получаем вот такой красивый зубчатый край. Законченное изделие. Вот такая повязка тунисским узором получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!